Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Израиль. Тропа Швиль-Израэль. Поход по национальной тропе Израиля стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. На вершину горы Мирон ведет пологая и хорошо утоптанная тропа. От солнца путников закрывают кроны фисташков и дубов. Попадаются и земляничные деревья с гладкими темно-красными стволами. На саму вершину вход закрыт, там обосновались военные. Тропа проходит на 200 метров ниже, но и при этом мы сейчас находимся на самой высокой точке тропы Швиль-Израэль на всем ее протяжении от Голландских высот до Красного моря. Хотя это всего-навсего 1008 метров над уровнем моря. На гору Мирон попадают не только те, кто идет по тропе Израиля. Сюда приезжают и для того, чтобы провести выходной день на природе. Начинается спуск. Такой же плавный и легкий, как и подъем. Фермер Друз из расположенного неподалеку поселка Бейт-Джан поет проходящих по тропе путников чаем из собранных на горе Мирон лекарственных трав. Голод предлагает утолить пресными лепешками. В качестве начинки у него есть только майонез и те же самые травы, из которых он чай заваривает. Все очень скромно, по-спартански. Но это первое заведение общепита, которое встретилось на тропе за несколько дней пути. Органические оливки. Затар. Угу. Да. Вот. Вот вам дают. Держите. Скажу тебе, что там. Ну. That's for you. Yeah, thanks. Welcome. Tea. Чай. Земля здесь плодородная. Ее разбили на маленькие участки, типа наших дачных 6 соток. На пути попадаются провалы, подчас очень глубокие, и причудливые скальные образования. Эту скалу называют «Кресло Ильи» в честь древнееврейского пророка. Чуть дальше лежат руины Хирбат-Шамма. Самое заметное здесь сооружение — древняя синагога, сложенная из огромных каменных блоков. Вокруг в беспорядке разбросаны камни со следами обработки. Переходим под дорогой, по подземному переходу. О, опять ущелье началось. После пересечения шоссе номер 866 тропа входит в ущелье Нахаль-Амуд и идет вдоль русла ручья. Главная местная достопримечательность — бассейны Шехви и водопады. Вода долгие годы вращала жернова. От мельниц остались одни руины, а ручей продолжает течь, как и 1000 лет назад. Так что снимаю последний кадр. Все, я больше не пойду.
Тропа поднимается вверх по склону каньона Нахаль-Амуд. Приходится уже не идти, а карабкаться, да еще и по жаре. И с тяжелыми рюкзаками. Но что делать? Обходных путей здесь нет. Хороший. Прощайте, скалистые горы. Может, дойду сегодня? Пепси хочу, газировку хочу. Ой, все хочу. Шашлык хочу. Жирненький, жирненький. С мясом, с мясом. Опять? Как? Я думала, они далеко впереди. Так разве вас обгонишь? Ой, я вот там. После пересечения шоссе номер 85 тропа продолжается по дну ущелья Нахаль-Амуд. Этот участок пользуется заметно большей популярностью, чем другие. Where are you from? Russia. Russia? Yeah. Тропа проходит мимо причудливого каменного образования. В честь нее этот каньон и назвали ущельем Колонны, или на иврите Нахаль-Амуд. Озеро Кинерет известно также как Тивериадское озеро, Генесаретское озеро или Море Галилейское. Это крупнейший источник пресной воды в Израиле. Ее используют как для питья, так и для орошения банановых плантаций. Тивериадское озеро находится в котловине, расположенной на 213 метров ниже уровня моря. Это самый низкий пресноводный водоем планеты. Сюда впадают многочисленные ручьи и речки. А вытекает только одна река — Иордан. Поэтому вода в озере остается пресной. Озеро Кинерет неоднократно упоминается в Библии. Здесь рыбачили будущие апостолы Андрей и Петр. В Капернауме жил и проповедовал Иисус Христос. Именно здесь он накормил 5000 человек 2 рыбами и 5 хлебами. В Евангелии от Матфея описано, что произошло после этого. Иисус поднялся на гору помолиться. Его ученики тем временем взяли лодку, чтобы переплыть Галилейское море. Поздно ночью Иисус пришел, чтобы присоединиться к своим ученикам. Он пошел по воде, чтобы дойти до лодки.
Ученики увидели его идущим по воде, они испугались. Иисус обратился к ним: «Это я, не бойтесь». Петр тоже захотел пройти по воде, но испугался и стал тонуть. Спаситель взял Петра за руку и спросил, почему у него так мало веры. Все ученики поклонились Спасителю. Они, наконец, поверили, что Он — Сын Божий. Тропа Иисуса, проложенная по берегу Генесаретского озера, проходит по местам, где и проходили описанные в Библии чудеса. Здесь все осталось точно в таком же виде, как было 2000 лет назад. И это само по себе чудо. Берег не застроили. Здесь по-прежнему шумят финиковые рощи, бьют из земли источники с кристально чистой водой. Минеральный источник на берегу Тивериадского озера. Вода минеральная, но чувствуется даже немножко щелочная, но не горячая. В принципе, теплая. Жаркий день, приятно так полежать под пальмой, отдохнуть. Не все же по тропе пешком ходить. Кто меня еще не слышал, здесь купается полностью здесь родник, где Христос исцелил Марию Магдалину. Напротив источник от болезни глаз, там только лицо умывают. И направо радоновый источник, там тоже умывается. Девушки налево переливаются, мальчики направо. Прямо на берегу озера находится подворье Марии Магдалины, принадлежащее миссии Русской Православной Церкви. Здесь всегда много паломников из России. Сразу за монастырем начинаются пляжи курортного города Тиберий. Место историческое. Для Майнур Клементьевой путешествие по тропе завершилось на берегу Тивериадского озера, а Валерий Шанин продолжает свой путь к берегу Красного моря.